Друзья, всем доброго времени. 3 недели назад у нас на канале появилось 3 орхидеи. 3 орхидеи, которые хозяйка магазина Орхидейка из Новороссийска прислала к нам взрослых 3 орхидеи на канал для того, чтобы мы этим орхидеечкам нарастили корневую систему. И вот 3 недели назад мы их распаковали, каждую распотрошили. Действительно обнаружили, что у орхидей вообще отсутствует корень, то есть погибли. Вот именно поэтому нам хозяйка магазина Орхидейка, в которой сейчас хороший завоз хороших орхидей, прислала вот эти вот бескорневые. Да, друзья, и мы сделали плейлист на канале, который так и называется «Взрослые орхидеи. Наращивание корней». И в этом плейлисте я выкладываю видео со всеми процедурами, которые я проделаю вот с этими вот орхидеечками. Напомню, что после распаковки мы эти орхидеечки распотрошили каждую. Вот они здесь у меня на столе стоят. Обработали их цукцинатом аммония, или еще по-другому называется аммонийная соль янтарной кислоты. И вот уже сегодня, спустя 3 недели после того, как они появились у нас на канале, можно уже посмотреть, что с ними происходит. Но мы сегодня проделаем вместе с вами еще одну процедуру для ускорения появления корней у этих орхидей. Ну что, поехали смотреть, что с ними, и поработаем с ними. Так, друзья, ну вот они, 3 этих орхидеи. Одну я уже в руках держал. Это у нас белый шоколад. Кончики мокрые. Почему? Потому что эти орхидеи у нас после того, как в последнем видео 2, по-моему, да, почти 3 недели назад мы обработали их цукцинатом аммония, опрыскал листья этим орхидеям, поставил подсохнуть, обсохнуть их вот в эти вот кашпо, и после этого налил обычную простую воду, вот так вот, в таком вот объеме, и эти орхидеечки опустил, вот как вы видите, кончиками листьев на дно в эти кашпо. Почему? Потому что мне предстояло уехать, и орхидеи остались бы без моего присмотра, поэтому я их погрузил кончиками в воду для того, чтобы они не пересохли и получали влагу. И вот спустя 2,5 почти недели вот такой вот у них вид. Те корни, которые на первый взгляд нам казались более-менее целые, оказались, что они, собственно говоря, вот мы, помните, оставляли, подчищали, и корешки такие на внешний вид нам казались, что вроде бы вот они живые, да, оказалось, что они полностью погибшие, да, то есть, как и подтвердилось наше мнение, что у орхидей абсолютно отсутствуют живые хорошие корни. Поэтому эти сухарики я сейчас убираю совсем. Вот. Цветоносы, друзья, я тоже сейчас уберу. Почему? Потому что, чтобы орхидея не тратила силы на продолжение, ведь она может начать распаковывать почки. И не всегда с этих почек может появиться там детка, а может завязаться цветонос. И орхидея будет тратить силы на эти наращивания цветочков и забывать про корни. Поэтому я сейчас срежу вот эти цветоносы. И мы пойдем посмотрим вон те 2 орхидеи, как они себя чувствуют, те 2 орхидеи. Так, это у нас один из 2 шоколадов. В общем, пока динамики никакой вот на этой именно орхидее я не вижу. Именно поэтому мы сегодня проделаем с этими орхидеями еще одну процедуру по выманиванию корней у этих орхидей. Срезаю я полностью эти цветоносы. Вот так вот. Прям под корешок, не жалея. Кстати, вот эти цветоносы, которые мы срезали, их можно
зачеренковать, то есть поставить их во влажную среду, в мох, в емкость. У нас есть видео на канале. И попытаться из этих цветоносиков получить деточки. Тем более, что здесь у каждой из этого черенка по 3 хороших живых таких вот почки. Можно где-то сковырнуть вот эту чешуйку, немножко обработать ацетокининовой пастой, но это для тех, кто увлекается вот такими гормональными средствами. Так, ну у нас тема не об этом, а о наращивании корешков орхидеи. Так, вот такая вот у нас получилась. Я сейчас ее в стороночку положу. Емкости я сегодня воду поменяю. Уже заранее приготовил чистую воду. Вот, можно, конечно, друзья, орхидеи ставить и классическим способом, основанием вниз, но такой способ хорошо работает там, где присутствует хорошая влажность, там свыше 55%, да, у меня я живу в сухом регионе, в жарком сухом регионе, поэтому влажность у меня низкая, поэтому можно вот использовать вот такой метод листьями в воду. Тоже метод себя хорошо оправдал. За исключением того, что с поврежденными листьями в воду, конечно, опускать не рекомендуется. Сейчас на примере другой орхидеи я вам покажу. Так, пока что в сторонку я убираю. Вот. Смотрим вторую орхидею. Как себя вторая орхидея чувствует. Видите, вода уже зеленеть начала. Так, я протру листья. Вот, листья протираем. Еще раз напоминаю, что мы делали этим орхидеям энергетический пинок 3 недели назад. Сукцинатом аммония обработочку делали 1 раз. Конечно же, по истечении 2 недель нужно было бы нам 2-й раз обработать. Но, друзья, замотался, закрутился. И вот сегодня решил сделать другим средством обработку. А уже через неделю посмотрим, как они себя будут чувствовать. И, возможно, повторим процедуру обработки аммонийной солью, янтарной кислоты. Так, ну здесь у нас динамика получше. Видите, у нас за 3 недели появился корешок. И причем, друзья, появился корешок на старой пимпочке. То есть была старая пимпочка, у нас здесь торчала, да, и вот на ней, видите, вот такой вот молоденький такой вот корешочек появился. Так, здесь у нас получше. Уже здесь корни какие-то у нас хорошие остались. Видите, сухарики засохли и отмерли. Вот. А хорошие корни, которые перспективные, они остались. Видите, вот они, вот они. То есть здесь у нас вроде бы все хорошо. Ну вот этот корень могу снять, конечно, он потихонечку отсыхает. Он нам не нужен, я его уберу. Вот, все, ну вот здесь вот так вот. Здесь цветоносы с самого начала я коротко обрезал, поэтому трогать их не буду. Вот эти цветоносы. Пускай, вроде орхидея одумалась и выпустила, видите, корешок. То есть пошла в рост в корешок. Вот, это хорошо. Так, это у нас орхидея Монпелье, да, бабочка. Вот она, бирка валяется. Это, да, бабочка Монпелье. Вот, мы ее тоже сюда кладем. Сейчас я ее вытру. Так хорошо, конечно, лучше их обработать, эти бирки, в перекиси водорода, чтобы, это я обработаю бирочки потом, чтобы не переносить микрофлору, вот эту, которая уже, может, там патогенная развилась, в новые горшочки с водой. Ну и третья орхидея. Здесь у нас вот как раз тот случай, это я сейчас достал ее, тоже в воде лежала, видите, и был надломлен и испорченный кончик у этой орхидеи. Видите, в этом месте тоже в воде находилась, она стала подгнивать, стала портиться. Поэтому вот с такими листьями, конечно, орхидеи лучше в воду не ложить. Видите, пошла гниль, поэтому я этот
просто обрежу до живой ткани. Вот, листик обрежу. Вот так вот. Вот. Обрежу его и все. Вот, все, порченный участок, а все остальное оставлю. Здесь у нас, конечно, у орхидеи немножечко была другая история. Мы ее основание зачищали, потому что шла желтизна у нас вот, на основании, на листиках, и мы ее зачищали Максимом, точнее механическим способом, скальпелем, срезали все и обрабатывали Максимом. И здесь у нас ситуация, видите, вот такая вот. Корни вылезли, видите, хорошенькие такие. Вот. Орхидея прям вот в очередной раз доказывает средство Максим, что оно, как сказать, прекрасно справляется не только с гнилями, но и еще каким-то все-таки вот каким-то чудесным способом стимулирует образование, выманивание новых корней. Об этом у нас уже не раз были видео и темы, я рассказывал, что Максим очень хорошее средство по борьбе с гнилями и по стимуляции роста корней. Вот такая вот, видите, картина. Вот еще бы им знаете, по пол сантиметра корешков, и мы бы ее с вами уже могли бы посадить в триферн, да, для наращивания корней. Мы вот так и сделаем. Чуть-чуть подождем, чтобы чуть-чуть подросли. Потом смоем вот этот Максим водой и поместим ее на наращивание уже в триферн, предварительно закрепив ее жестко, к палочкам для поддержки цветоносов. Но пока у нас все равно будет находиться пока что в прозрачных кашпо. Так, ну что, эти я старенькие убираю. Сегодня мы проделаем с этими 3 орхидеями следующую процедуру. Я хочу их, друзья, значит, обработать средством вот Rebuff Extra. Rebuff Extra. Тоже я не раз его ставил, наверное, в тройку средств хороших по стимуляции роста корней. У нас на самом деле есть видео наращивания, плейлист называется корни орхидей, наращивание корней орхидей. И вот там я перечисляю средства, по-моему, 3 лучших средства, стимулирующих рост корней и вообще орхидей. И вот Rebuff, он входит в одно из этих 3 средств. На первом месте я все равно оставляю энергетический стимулятор Energizer сукцинат аммония. Он на первом месте у меня. А на втором месте у меня вот Rebuff Extra. Так, ну что, сегодня мы его применим не разбавленный. Вот здесь у меня во флакончике 1 миллилитр. Я его выдавливаю сюда. И быстренько беру, пока он не испарился, беру кисточку. И сразу такой характерный запах пошел у него. И этой обмазываем вот так вот основание орхидеи. Вот это вот основание. Вот. Прям вот хорошенечко. Не разбавленным. Так, одной. Быстренько повторим второй. Хоть у нас уже и корешок здесь растет, но все равно мы вот так вот основание. Вот. Так, и наши здесь тоже вокруг смажем. То есть, напоминаю, друзья, у нас плейлист про эти орхидеи, который называется «Взрослые орхидеи. Наращивание корней». А он как раз и собирает все видео, связанные с этими орхидеями,
со всеми процедурами, касающимися именно стимуляции роста орхидей, наращивания корней орхидей, все всевозможные процедуры, способы. Все в этот плейлист с этими орхидеями я, значит, размещаю. Естественно, я не выкладываю видео по обработке орхидей от насекомых вредителей. Это у нас отдельно все есть. Про профилактические обработки от грибково-бактериальных заболеваний. Вот мы здесь было видео, где зачищал именно это уже по борьбе. По борьбе с гнилью, не профилактика, а борьба. Оно, конечно, есть, это видео. В общем, вот такие. Все связаны, в общем, с корнями. Так, все. Вот такая вот, друзья, процедура. И, значит, я сейчас эти орхидеи верну в кашпо, но только уже с чистой водой. Воду надо, конечно, периодически менять. Там у меня вода застоялась, честно говоря, на пару недель. К сожалению, я не углядел. Естественно, уже вторую вот эту желтый шоколад орхидею я не буду этим срезанным листиком в воду, а вот этим вот одним листиком в воду помещу. Так, все. Вот так вот мы обмазали. Что у нас тут? Все израсходовали. Ну да, все израсходовали. И я теперь их в кашпо налью воды. Немного. Много не надо. Вот так вот. Все. Это вот одна будет. Вот так. Вторая. Монпелье. Можно, друзья, конечно, еще в прозрачные пакеты ставить вот эти вот кашпо. То есть можно их и вот так вот размещать. Эти орхидеи на дне вода, а сам вот этот вот горшок с орхидеей в прозрачный пакет, чтобы создавать такую атмосферу влажную. Но они у нас и обычным способом наращивают корни. Так, вот так. Это у нас и третью орхидею. У двоих у нас пошла динамика положительная, а вот пока что второй шоколад пока что морщится. Да, друзья, теряет тургор и морщится. Пока не запустили мы ему процесс выживания, пока не щелкнуло у него, что нужно делать. Но мы будем стараться. Все. Вот так вот я их обратно ставлю на полку и продолжаем наблюдать. Как только появятся у нас корешки достаточные для дальнейшего помещения их в стимулирующую посадку, мы их пересадим во временную стимулирующую посадку для наращивания корней. Мы их не будем постоянно здесь держать в воде, а здесь в воде вот только для старта, для роста, и для проделывания вот этих вот процедур. Вот у одной уже пошел процесс, корешки, у второй пошел процесс, появились корешки. Дождемся сейчас с третьей орхидеи. Подрастут чуть-чуть и сделаем стимулирующие пересадки. Все, друзья, вот такое сегодня видео. Всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока.